Карательный патруль. Оккупационное правительство планирует превратить улицы Минска в фашистское гетто. На днях самоназначенный президент дал разнарядку верноподданной Качановой навести порядок в столице. Ретивая чиновница тут же взяла под козырек и ринулась исполнять преступный приказ. Как итог, в Минске появилось как минимум 43 участка, которые будут усиленно патрулироваться карателями. По мнению приспешников Лукашенко, такие меры необходимы для обеспечения дополнительных мер по охране общественного порядка и дисциплины. А вот какими будут эти меры, догадаться совсем нетрудно. Ведь мы ежедневно наблюдаем, как боевики Карпенкова и Балабы выслуживаются перед своим хозяином, делая вид, что наводят так называемый порядок. Теперь оголтелым головорезам дан полный карт-бланш, и они уже совершенно не заботятся о репутации и законности. Так, портал Трибуна Бай на днях опубликовал скриншот объявления из некого чата, предположительно от председателя Федерации хоккея с приглашением крепких парней для вечерних тренировок. При этом в объявлении указано, что новобранцам будут предоставлены клюшки и маски, а вот шайбу гонять совсем не обязательно. Что ж, кажется, секрет любви нелегитимного к этому виду спорта раскрыт. Разбоем заработали на новое звание. Очередные кадровые перестановки провел сегодня самопровозглашенный президент. Его верные цепные псы могут радоваться, ведь они наконец получили от хозяина подачку в виде новых повышений. Так, любителя бить дубинкой людей и витрины Алексея Карпенкова, руководившего ранее вооруженным бандформированием ГУБОПИК, повысили до командующего внутренними войсками. А его предшественника на этом посту Юрия Назаренко отправили руководить милицией и общественной безопасности. Оба карателя после августовских событий были внесены в санкционные списки Евросоюза. Им запрещен въезд на территорию ряда стран. А вот некоторых Лукашенко и вовсе решил убрать с глаз долой. К примеру, экс-госсекретаря Совбеза Равкова и бывшего генпрокурора Конюка он назначил послами в Азербайджан и Армению. Придется уехать и бывшему главе таможенного комитета Юрию Синько. Его нелегитимно отправляет послом в Китай. На этом запал кадрового кукловодства в Лукашенко не иссяк, и он решил подарить пост министра культуры бывшему смотрящему за Брестской областью Анатолию Маркевичу. Примечательно, что к культуре Маркевич отношения не имеет никакого. По образованию он учитель физики и математики, но такой нюанс самодержца не смутил. Есть во всем этом и кое-что близкое сердце каждому белорусу. Ведь Маркевич уроженец Щучинщины. Кажется, теперь мы знаем, где в Беларуси будет новая культурная столица. Преступников вывели на чистую воду. После трагедии с Романом Бондаренко минчане оперативно установили личности тех, кто может быть причастен к гибели художника. Как выяснилось, в разбойной вылазке на площадь Перемен предположительно участвовали близкие приспешники Лукашенко, глава Федерации хоккея Дмитрий Басков и боец муай-тай Дмитрий Шакута. Незадолго до кровавой бойни на площади Перемен этих спортивных функционеров узнали во дворе жилого комплекса «Мегаполис», куда они приезжали срезать бело-красно-белые ленточки. Спортсмены попали на видео, снятое местными жителями, и были они в той же одежде, что и в день трагедии. Очевидно, быстрый Дианон крайне напугал не только самих Шакуту и Баскова, но и их духовного лидера. Лукашенко тут же поспешил с нелепыми оправданиями, мол, моих ребят в тот день вообще в Минске не было. Такое алиби у белорусов никаких эмоций, кроме скепсиса, не вызвало. Подлил масло в огонь и сам руководитель Федерации хоккея, разразившийся длинной публичной тирадой о своей невиновности и крепкой гражданской позиции. Эти оправдания звучат еще более неубедительно в свете информации, оказавшейся в распоряжении телеграм-канала «Нехта». Ресурс опубликовал аудиозапись с телефонным разговором двух лиц, голоса которых похожи на Баскова и Шакуту. Собеседники явно перепуганы случившимся и обсуждают, на кого можно перевести стрелки. И как они могли его без сознания передать в РОВД? У них бы просто тупо даже не приняли бы его, сказали, везите его в больницу. А он мне тут звонит и говорит, а что вы с ним сделали, что вы нам его без сознания уже передали? Я, чего? По мнению участников диалога, Романа избили в микроавтобусе силовиков, но те, в свою очередь, вину признавать не собираются и пытаются свалить ее на агрессоров с площади. Неудивительно, что после этих событий Басков поспешил покинуть страну, хоть и отрицает это.
Список жертв режима пополнился еще одним именем. Андрей Мишечек в возрасте 49 лет скончался от рака легких. Случилось это еще 23 октября. Однако известно об этом стало только сейчас. В смерти Андрея врачи винят Октябрьское РУВД. Во время протеста 10 августа так называемые силовики схватили мужчину на выходе из магазина. Оказавшись в отделении милиции с десятками других задержанных, мужчина подвергся жестоким избиениям, что не могло не отразиться на его здоровье. Спустя сутки его освободили, но через неделю мужчина стал чувствовать себя хуже, а после и вовсе попал в больницу, где ему диагностировали рак легких и всеми известный вирус. Медики утверждают, что на летальный исход повлияли перенесенный стресс, переохлаждение и избиение. У Андрея остался 13-летний ротвейлер по кличке Рэй. После смерти следить за верным другом некому, поэтому в телеграм-каналах ему активно ищут нового хозяина. Белорусские склады трещат от непроданных товаров. На сегодняшний день складские запасы в промышленности находятся на 5-летних максимумах. На начало ноября на складах лежала продукция на сумму более 5 миллиардов рублей. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Минске и Минской области. Больше всего запасов имеется на предприятиях машиностроения и производителей транспортных средств. Рост выпуска продукции почти всегда сопровождается поднятием добавленной стоимости. В свою очередь, рост добавленной стоимости увеличивает ВВП. Альтернативным инструментом для так называемых властей по наращиванию ВВП остаются складские запасы. Госкомпаниям приказывают работать на склад с расчетом на то, что когда-нибудь продукцию каким-то чудным образом раскупят. А если не раскупят, то не беда. ВВП вырос, а значит достигнутые показатели по валу. Создание нелегитимной видимости прогресса никогда не имело ничего общего с эффективностью в виде прибыли. США ударит по режиму. Джо Байден намерен ввести новые санкции против Лукашенко и его поплечников. Речь идет о белорусских и российских чиновниках и об ответственных за репрессии против мирного населения нашей страны. Кроме того, законопроект разрешает оказывать дополнительную помощь белорусам, вынужденным по своим политическим убеждениям покинуть страну. Самым важным пунктом в данном документе является то, что Палата представителей не признает Лукашенко законно избранным президентом. Координационный совет, наоборот, в США считают легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти. А тем временем Евросоюз тоже решил расширить санкционный список против режима Лукашенко. Его публикация состоится в конце ноября, начале декабря. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Маланка. До встречи завтра и живе Беларусь!